Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Control. Так, мы в прошлой части получили, получается, ключ от первого вот этого. Они теперь еще и... Отлично. А я не вижу его. Тихо, можно меня не трогать? Чуть-чуть прямо осталось. Давай. Ага, так он ушел. Гаденыш. Надо быть начеку. Телефон будет после зала обработки почты. Ага, отсюда мы пришли. Вот теперь тут надо проверять, не пропустил ли я тут ничего. Вот. Привет, Мальком. Да, время для гольфа. В 7. Увидимся на поле в воскресенье утром. Кстати, вы что-нибудь слышали об этом отчете Теннисона? Явно по офису разошлись экземпляры. Тренчу необходимы любые сведения о том, кто мог бы его написать. Вы ведь ничего об этом не слышали, да? Увидимся в воскресенье. Джим. Ясно. Да. Так, ну вроде ничего больше нету. Надеюсь, что больше тут ничего нет. Да, больше тут ничего нету. Здесь можно подняться? Нет. Я думал, там можно будет подняться. Ага. Блин, так хочется вернуться сейчас. Ух ты. Ага. Ничего нету. Ничего нету. Прям реально так хочется вернуться. И посмотреть... Интересно. Что-нибудь. Вы слушаете «Ночную Америку». Более 20 лет мистифицирующего радиоволны. Спасибо, что остаетесь с нами. Призраки. За эти годы многие слушатели рассказывали нам о призраках и других фантастов. Сегодня доктор Куинси Рейган расскажет свою историю. Куинси, спасибо. Вот что недавно было со мной. Когда я оставался в Чили Пайнс, Меконе прошлогодним
Я был в номере 47. Ночной менеджер, заядлый слушатель программы, настоял, чтобы я выбрал именно его. Менеджер объяснил, что много лет назад под кроватью было обнаружено тело мужчины, скрыто за деревянными досками, которыми обычно обиты кровати. Тело находилось там неделю, рассказал он. Настоятельницы спали там менее чем в метре от трупа. Тело нашли лишь тогда, когда горничные начали жаловаться на запах. С тех пор постоянно поступали сообщения о призраке в номере 47. И я поселился в номере, достаточно быстро заснул, не забыв прежде, не было ни призраков, ни мурашек по коже, ни огоньков. Но проснулся я под кроватью. Было темно и душно от жары. К счастью, я смог сдвинуть матрас и выползти, чуть не задохнувшись. Ночной менеджер любопытно представил мне другой номер. Так это слушатели. То, что мы называем призраками, принимает разные формы. Куинси был достаточно смел, чтобы рассказать свою историю. И я призываю вас продолжать звонить и писать, когда сталкиваетесь со странным и необъяснимым. Возможно, вы видите неведомые нам цвета, или ваш тостер одержим духами. Помните, дорогие слушатели, никогда никто вам не верит. Верим мы. Ночная Америка вернется уже скоро. Такая вот запись была. А, ну да. Прикольный рассказ. Да, мы здесь были, кстати-ка. Просто не сверху. А я вообще тут ничего не вижу. Там наверх. Федеральное бюро контроля. Обратите внимание, Альберта. Это последний раз, когда я объясняю это. Внутренняя изоляция — это инициируемые вручную события, блокирующие один или все секторы, ограничивая использование лифта сектора. Эффективно изолируя персонал сектора до тех пор, пока не разберутся с чрезвычайной ситуацией. Снять ее можно лишь воспользовавшись правом директора на ручное управление в секторе обслуживания, как только директор убедится в том, что ситуация находится под контролем. Внешняя изоляция намного серьезнее. Ничто и никого не выпускает и не впускает и не выпускает из целого здания. Это вызвано лишь нарушением содержания с красным кодом, основанным на какой-то сложной системе, созданной службой безопасности и сектором исследований. Снять ее можно лишь когда а. угроза была нейтрализована, и б. лицо с высоким уровнем доступа сообщает системе, что угроза миновала. Процесс не совпадает с правом директора на ручное управление, поэтому хватит упоминать об этом в документации. Я знаю, что все чертовски запутано. Я множество раз говорил Дарлингу о необходимости и изменений, но он не преклонен в том, что все-таки и останется. Честно говоря, я не думаю, что они даже знают о том, какой это в данный момент. Как это в данный момент изменить? Необходимо лишь просто убедиться в том, что наши сотрудники понимают, как все это работает. Хорошо, маршал? Вообще ничего не понятно. Абсолютно.
Ой, а я получаю дэмэдж. А я умер. А как мне туда пройти? Видимо, туда пока никак. И нам не сюда. Ну, видимо, нам не сюда. Поехали. Первый пошел. Ух ты, крыса! Крыса! Ну, щиток. Не убивайте. Я нифига не вижу. Ну вот как? Кто-то с щитком. Ага, вижу хп. Убит. Я тебе сегодня буду дома жить, нет? Ого. Щиток снял, щиток снял. Отлично. Щиток снял, щиток снял. Отлично. Фух. Возвышенные ИСами агенты демонстрируют способности, схожие с телекинетическими способностями, наблюдаемые у параутилитов бюро. Одни предпочитают атаковать свои цели, в то время как другие запускают в них предметы. Телекинетические атаки неэффективны против возвышенных ИСами. Из-за их собственного таланта в этой области они не используют никакого оружия, за исключением собственных проестественных способностей. Было замечено, что некоторые возвышенные ИСами левитируют, будучи привязанные к креслам. Это, вероятно, является результатом того, что люди были заражены во время когнитивной записи в отделе парапсихологии. Как они могут использовать параестественные способности? Возможно ли то, что прежде чем заразиться, эти люди были привязаны к предметам силы? Также следует учитывать и то, что резонанс ИСов может выявлять и проявлять скрытые параестественные способности у людей, которые он заражает. Полный отчет в файле неизвестен. В прошлом месяце наш локальный сервер подвергся вторжению со стороны неавторизированных пользователей. После тщательного расследования было подтверждено, что пользователи получили доступ лишь к видеофайлу, содержащему части различных презентаций доктора Дарлинга. Расследователи смогли отследить пользователей по их IP-адресам. Ниже приведены подтвержденные личности этих пользователей: Патрик Стройт, Йенс Рубенс Ногуера, Арто Кулумеки, Кристофер Милс Поулинг, Яко Саринен. Эти лица нарушили 91-й кодекс бюро и находятся под наблюдением нашей группы внешних расследований. Ожидают дальнейшее действие. И все.
А чё, мы просто пришли, зачистили зон и ушли. Капец. Туда можно? Мне кажется, нельзя. Да. Там вот что-то лежит, а я не знаю, это вот только что. Насколько это нужно, насколько это важно. Я не знаю, насколько это важно. Ну, вроде все правильно, пока идем. Чекает запись. Уничтожьте его. Ситуация на Кубе была изучена соответствующими органами. Загадочная болезнь, от которой пострадали сотрудники посольства США в Гавани, была вызвана звуковым оружием в руках иностранных агентов. Многочисленные сотрудники посольства получили повреждения внутреннего, но большинство из них должны восстановиться. Это событие также привело к вторжению клеточных разрушений, но мы не можем винить в этом какую-то... Слава богу, первыми из их осмотрели не местные. Честно говоря, что изменений... Вот удача, а? Намного проще. Эй, вы все еще записываете? Как вот это понимать? Все разговоры... Вот я просто еще раз... Ой, зачем придумал? Вот еще раз просто обращаюсь к разработчикам игры, неважно там к другим, может они успевают читать, но я лично вот просто не успеваю. Там некоторые просто так быстро, что такие слова некоторые сложные, но это капец. Удостоверение личности Томаси. Она мне нужна? Оно мне нужно. Сводка событий. Цепочка исчезновений привела агентов бюро в один из домов в городе Бути, где они обнаружили транслокационный выключатель света. Реагирование на события. Агенты прибыли в дом местной знаменитости, расположенный в непонятно где, который был связан с исчезновением, чего тоже непонятно, местных жителей. А в здании никого не было. При осмотре шкафа агент потянул за шнур выключателя света и мгновенно исчез. Для повторения событий был назначен еще один агент, он также исчез, потянув за шнур. Оба агента были обнаружены в старейшем доме через непонятно сколько дней. Они находились в запертой комнате и были обнаружены рейнджерами при исследовании новых областей дома. Во время инцидента шнур выключателя света из дома Бути исчез. Паранормальные явления какие-то прям. Ладно. Телефон прямой связи рядом. Да, все правильно, идем. Это что такого? Ну... беру. Мне не понадобится. Это не он? Нет, не он. Зал с телефоном прямой связи. Журнал регистрации событий телефона. Ну, это я не буду читать. Не так уж и важно. А чё надо-то? Ого, я уже была здесь.
Не похоже. Я много раз оставался в придорожных мотелях по всей стране все время, в дороге, в бегах скрытно. И это место напоминает мне все мотели одновременно, будто ожившее воспоминание. Вау. Эй, есть тут кто? Ключей тоже, кстати, тут нету, если что, так посмотреть. Надо пройдем дальше, посмотрим. На ключе черная пирамида. Совпадение? Не думаю. Ну-ка. Да, всем пофиг. И что? Офигеть, вот это телепорты. Да. Вот мы добрались до телефона. Опять учение. Телефон прямой связи позволит нам связаться с внепространственными сущностями. А где я его тебе возьму? Там что ли? До свидания. До свидания, до свидания, до свидания. Обманул. Я бегу, я бегу. Это телефон и предмет силы. По нему не позвонить обычному абоненту. Прямая связь с астральным измерением и советом. Но у меня есть гипотеза, что при определенных условиях с ее помощью можно связаться с другими. Director needs a team, my management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees Она right видит through меня me. буквально насквозь. Она знает, She что я knows не I don't полагаюсь like на людей. relying on people. Единственный, The кого only вы person можете you should подвести, fail это is вы. yourself. Когда But становитесь things директором, change все when you меняется. become director. Телефон у меня. Теперь я могу связаться с Тренчем. Ну, хотя бы услышать его. Он похож на эхо с важной информацией. Пора возвращаться к Эмили. Да, пора возвращаться к Эмили. Люди слишком бурно реагируют, когда я рассказываю им о тебе. Может, уже пора рассказать Эмили. Она могла бы помочь. Возможно.
Всему управляющему персоналу мне известно, что существуют некоторые опасения по поводу того, что расходы на нашу деятельность превышают годовой бюджет. До тех пор, пока мы ведем деятельность в старейшем доме, мы во многих отношениях скрыты от проверок. Если наши бюджетные требования не являются непомерными до такой степени, что привлекают внимание, они удовлетворяют казначейством США без вопросов. ФБК является просто еще одной строкой в очередной электронной таблице, которую какой-то скромный бухгалтер даже не заметит. Его глаза пропустят нас, как будто нас там и нет. Характер самого старейшего дома дает нам определенную степень свободы в том, каким образом мы осуществляем деятельность. То, что мы находимся здесь, не случайно. С наилучшими пожеланиями, знахарь Тренч, директор Федерального бюро контроля. Захария Тренч, директор Федерального бюро контроля. Теперь вы директор. Ну, мультимедиа это мы просто смотрели. Так. О, телефон прямой связи. Предмет должен быть недоступен всем, кроме директора. Предмет представляет собой красный бакелитовый телефон эпохи 60-х годов. Проворный циферблат был заменен черной кнопкой, назначение которой неизвестно. Вес телефона неизвестен. Предмет позволяет директору связываться с кем тоже неизвестно. В случае использования другими лицами предмет создает смертельную. Для получения более подробной информации смотри презентацию доктора Дарлинга 11.6. В настоящее время предмет привязан к директору Тренчу. Происхождение. Объект случайно проявился на столе в кабинете директора. Первым известным агентом бюро, который им воспользовался, был директор Нуртемур. Был проведен ряд испытаний, включая но его происхождение так и остается неизвестным. Короче, ну если вот так прям сказать, это телефончик прямой связи. Ну, не просто телефон прямой связи. У меня нет четвертого. Это телефон будет... Ну, короче, он тебе сообщает, куда лучше пойти. Что ли, вот так. Информацию тебе более подробную дает. То есть направление. Предметы силы уникальны в своей умении представлять определенным индивидуумам параестественными способности. Мы называем этих индивидуумов параутилитами. Потенциал этих способностей зависит от параутилита, используя в качестве примера предмет силы, который параутилита способен достичь дистанции броска, в то время как у других дистанция составляет лишь для получения более подробной информации смотреть презентацию 11.15 доктора Дарлинга. Что именно определяет параестественные способности человека, неизвестно, но в целом считается, что в теле существует некоторые, и что, как и в случае со всеми мышцами, ее можно тренировать. В продолжении анализа мною был официально запрошен доступ к записям Нортмура. Учитывая то, что он является одним из самых опытных параутилитов, которых когда-либо видело бюро, доктора Дарлинга все еще рассматривает этот запрос. Полный отчет в файле 854-1982. Так. Да. Материал. У меня уже активов этих очень много, смотри. Уровень доступа пока мы в 1 можем. Мы пока только можем в первый заходить.
подожди, а куда нам? Не, подожди, нам не сюда. Ну точно, да. Джесси, вы забрали телефон? Как дела в отделе связи? Там Иса? Простите, вы справились. Это хорошо. Эмили? Надо поговорить. Конечно. Вот у меня один вопрос. Один, всего лишь один. Я только пришел с неимоверной скоростью. Это диалог. Первое впечатление. Первые встречи с сущностями, известными как Исы, выявили различные поведенческие факты. В частности, Исы способны вторгаться или заражать точки контроля. Измененные предметы и даже людей радикальным образом, меняя их поведение. Любопытно то, что данное заражение не затронуло ни одного человека, носящего одно из носимых устройств рук, раздававшихся доктором Дарлингом в течение последних недель. Единственным известным исключением из этого является новый директор Джесси Фейден, обладающий естественным иммунитетом к Исам. Это может указывать на то, что она уже заражена, но ее поведение настолько отличается от поведения других Исов, что я попросту отвергаю эту теорию. Мое последнее наблюдение исходит от самой мисс Фейден. Она способна очищать материалы организма от заражения Исами. Мы проверили эту способность на зараженной Исами сущности, но, к сожалению, процесс, похоже, убивает носителя. Возможно, носитель становится физиологически зависимым от Исов. Необходимо работать еще. Полный отчет в файле тоже неизвестен. Это, короче, наблюдение Эмили уже было. Я забрала телефон, теперь я могу разобрать слова Тренча. Здорово. И что он сказал? Он говорил о своей управленческой команде, о людях, знавших секреты бюро, о вашем боссе Дарлинге, о Томасе, которого вы заражены Исами. О Сальвадоре? Он начальник службы безопасности. А Маршал? Хелен Маршал, глава оперативного отдела, бывший сотрудник ЦРУ, непростой человек. Она отправилась в сектор исследований на охрану производства рук и не вернулась. Ее помощь нам была бы предпочтительно. Другие секторы, как туда попасть? Это невозможно, секторы изолированы. Как директор вы можете снять ограничения, но это можно сделать только в секторе обслуживания. Обычно мы туда ездили на межсекторном лифте, он соединяет все сектора, но теперь во время изоляции лифт не работает. Однажды мы уже преодолели изоляцию. Возможно, я смогу пробраться. Джесси, для человека без подготовки в этой экстремальной ситуации вы просто отлично справляетесь. Похоже, воздействие Исов на вас не распространяется. Я бы хотел провести с вами ряд тестов, если вы не против. Возможно, мы найдем нечто, что нам поможет. Тесты? Не уверена. Она может знать о твоем существовании. Хотя, с другой стороны, я бы хотела лучше понять себя. Ладно. Если вы считаете это необходим, я поищу внутренние документации, как можно обойти изоляцию секторов. Нужно открыть туда доступ и найти Дарлинга и Маршала. А я пока попробую пробраться в сектор обслуживания. Чем быстрее я туда попаду, тем скорее смогу отключить... ну, вот это. Не успел. Службу безопасности. Мы третий раз уже видим этого уборщика. С ним что-то замешано, отвечаю.
Получено 4 очка способности. Неплохо. Привет, Джесси. Hi, Jesse. А, можно выбрать. Давай. Откуда Where появились did the лисы? hiss come from? Я не уверена. I'm not sure. Вы сказали, You said что the лисы hiss были was здесь, here when когда you вы entered. вошли. Did you see Видели ли anything вы like that что-нибудь outside подобное before you came снаружи? in? Нет, No. лишь внутри. No, just inside. Значит, The источник source является is внутренним. internal then. Старейший See, дом the oldest представляет house is собой a массивный sprawling комплекс complex with проходами в openings другие to места. other places as well. Даже не I знаю, don't even откуда know where to начинать start поиски. looking. Но это But in хорошая the новость, context, it's good контекстно. news. The Изоляция lockdown работает. holds. Побег The лисов в hiss escaping здании the станет building would be концом. the end. Как по мне, так Pretty мир shitty снаружи world out there, if довольно-таки you ask me, but хреновенький, I но wouldn't мне want the hiss to хотелось бы, destroy it. чтобы исы With you исчезли. on В that, этом Emily. нет сомнений. Ладно, это не особо так важно, это просто Thanks, разговоры. Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Do you hear that? Someone's singing. Where's it coming from? Singing. Sounds like it's coming from the elevator. Incantation, she calls it. Способности у нас. О-о-о. Ну, естественно, 10% здоровью. Без этого вообще никак. Блин, к здоровью, может быть, все качнуть. Кстати, к энергии тоже можно было бы качнуть. А давайте, знаете что, у нас все равно 4 их. Вот так. И все. Отлично. Итак, будем постепенненько качать. Можно что-то улучшать. Обалдеть. Person with a pencil. Да. I think she's trying to get us killed. Ну и все. В смысле? А зачем я вообще быстро перемещаюсь? Вопрос такой. О. Обалдеть. Ну, нет на второй, да. А мне куда надо? Мне нужно в центральный отдел. Подожди, быстрое перемещение. Вот. Центральный отдел. Вот, мне нужно в центральный отдел. Найти путь в сектор обслуживания. They say the new director can launch objects up to 20 feet. Bullshit. Даже нет, а не сюда. Может, сюда? Прекрасно. Только ради этого... Ладно. Не, подожди, стой. Ну, нам показывают, что нужно в середину. I heard the hiss attacked the power plant. Brings up a lot of new questions. Ага, может нам просто наверх? Что, скорее всего, и будет правильно.
Вот мы так в самое начало, сейчас вернемся. Или не вернемся? Не, вернемся. Почему нет? Так, мы тут были уже. Ну вот, да, прям вернулись в самое начало. Зато вот что надо. Уважаемый мистер и миссис Потс, с прискорбием вынужден вам сообщить, что ваш сын Грэм Потс погиб при исполнении обязанностей на прошлой неделе. Увы, подробности произошедшего засекречены. Для меня большая честь заверить вас, что он погиб верно, исполняя свой долг перед Родиной. Он с отвагой смотрел опасности в лицо и пожертвовал собой, защищая жителей нашей страны от врагов. Вы можете гордиться им. Память о герое навсегда останется в мыслях и сердцах его коллег и товарищей. Я искренне сожалею о вашей утрате. Надеюсь, вас хотя бы отчасти утешит то, что он пожертвовал собой, чтобы защитить страну, которую он так любил. Его личные вещи будут доставлены вам в кратчайшие сроки. С уважением, Говард Мюррей, зам руководителя отдела по связям Федеральное бюро контроля. Стоп. Рассеянные боеприпасов, отдача. Наверное, вот так поставить будет лучше. Так, ну мы вообще, по-моему, пришли отсюда. Да, мы пришли-то вот отсюда. Так, открыли, если что, так-то первую комнату. Вопрос у меня в другом. Куда дальше? Да ё-моё, опять здесь были. Здесь тоже были. Найти путь сектора службы, управление центрального отдела. Так вот, мы в центральном отделе. Вопрос, куда дальше? Ладно. А мне ничего не хватает. Вот видите, нужно. Ну да, как я говорил, вот эти все быстрое перемещение. Я даже не знаю, куда. Ну, в общем, это мы будем, наверное, заниматься в следующей серии. Поиском. Вот. Поиска пути в сектор обслуживания тогда. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока!